Уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию представителя крупнейшего финансового портала, руководителя UX-лаборатории Банки.ру, где есть погрешности в продукте при проектировании интерфейса. Можно ли их выявить на начальном этапе? И что для этого необходимо? Смысл основной в том, что у вас может быть очень удобный и довольно простой в использовании интерфейс, но если он не решает какие-то проблемы пользователей, он так останется интерфейсом, которым удобно пользоваться, но никто им пользоваться не будет. Интерфейсы не помогут решить продуктовые задачи, потому что, как правило, большинство респондентов могут сказать после тестирования, что они будут пользоваться этим продуктом, что он им очень понравился, очень удобный. Но потом, когда у вас будет первый релиз вашего продукта, никто из них не скачает и не зайдет туда хорошим, редко у кого получается, но и сам процесс. Вы можете брать клиентов ваших конкурентов и узнавать, что нравится в их продуктах. Как вы ставите задачу коллегам по UX-исследованиям и как стараетесь отследить результат, сроки и прочее? За каждой командой закреплен исследователь. В этом формате он уже знает, какие у команды цели, какие у команды приоритетные задачи, как работают бизнес-процессы, какие-то моменты. Да, Максим, добрый день. Добрый день. Меня слышно? Все хорошо? Да, отлично слышу. Отлично. Уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию представителя крупнейшего финансового портала, руководителя UX-лаборатории Банки.ру. Приветствую тоже. Большое спасибо за встречу. Уверена, она поможет как и начинающим предпринимателям, так и исследователям сделать исследования еще более качественными. И сегодня у нас тема – это проведение исследований собственными силами, рекрут респондентов. И, насколько я знаю, у вас большой практический опыт в проведении исследований, и также в Банке.ру он связан не только с руководством UX-лаборатории, но и с проектированием интерфейсов. И, наверное, хотелось бы сразу приступить к вопросу, который часто интересует начинающих предпринимателей. Как можно учесть и понять, где есть погрешности в продукте при проектировании интерфейса? Можно ли их выявить на начальном этапе? И что для этого необходимо сделать? Тут сразу стоит разделить, что можно эту проблему разделить на две. Это, прежде всего, погрешности в самом продукте и отдельно погрешности в интерфейсе. Потому что, по сути, исследования и тестирование, они могут влиять на обе эти проблемы. И при этом смысл основной в том, что у вас может быть очень удобный и довольно простой в использовании интерфейс, но если он не решает какие-то проблемы пользователей, он так останется интерфейсом, которым удобно пользоваться, но никто им пользоваться не будет. В то же время, что если у вас есть какой-то продукт, который решает проблему, но он сделан сильно неудобно, сильно навороченным функционалом, он также не будет сильно востребован. Поэтому здесь немного разные исследования на этих этапах применяются. И чем раньше начнутся эти исследования, тем более правильным и более целостным будет выглядеть конечный продукт. Поэтому, когда нужно решить проблему именно самого продукта, то нужно прежде всего понимать, для кого он, какие он проблемы решает. Уже сейчас как-то пользователи эту проблему решают, поэтому очень важно понять, как они это делают, какие у них есть проблемы, боли, и может ли этот продукт сделать этот процесс сильно удобнее. То есть сами вот эти исследования можно не читать на этапе, когда у вас еще нет никакого продукта, есть какая-то идея. Вот. И плюс дополнительно к этому, после вот таких исследований будет какое-то понимание, в принципе, как будут использовать ваш продукт, какая основная задача у пользователей, на что они прежде всего обращают внимание. И после этого уже можно переступать именно к тестированию самого интерфейса. И можно, конечно, это делать не на салфетках, но сейчас, в принципе, инструменты для дизайна настолько легкодоступны, и в принципе, они довольно просты в освоении, что какие-то первые скелеты, наброски интерфейсов можно собрать и показывать.
Поэтому, конечно, чем более детализирован будет продукт вот на этой стадии, когда показываются там первые какие-то прототипы, тем более полезная и более качественная будет обратная связь. Но и, в принципе, вот сам вот этот процесс подготовка интерактивных прототипов, он тоже как один из методов, который позволяет улучшить продукт уже на этом этапе. Потому что, когда дизайнер отрисует основные экраны, он часто может какие-то моменты упустить из виду, потому что он мыслит, например, вот есть экран с такими статусами, есть экран с такими статусами. А может быть, например, в самом сценарии использования у пользователя будут моменты, когда он там, например, куда-то отлучается, и ему нужно вернуться к этому продукту, например, как Яндекс.Такси. Вы же не все время проводите, когда смотрите в монитор, то есть вы там в момент машины не смотрите, потом поездка закончилась, статус меняется, соответственно, вас нужно как-то туда вернуть. И вот когда у вас есть просто разрисованные экранчики, когда нет вот этого процесса между ними выстроенного, вот о всех таких моментах, что нужно прислать в какой-то момент уведомления, должен быть какой-то экран, с которого он должен начать там какой-то следующий сценарий, они, как правило, теряются из виду. И вот подготовка только вот такого прототипа – это тоже довольно полезное занятие, которое многие вот такие черные пятна позволяет как-то прояснить для себя. Вот. Ну, бесспорно, то есть если мы решаем проблему с интерфейсами, то тут нужно показывать именно интерфейсы и желательно там показывать целевой аудитории для того, чтобы понять, в принципе, как они будут пользоваться этим продуктом, как они на него реагируют. Но интерфейсы не помогут решить продуктовую задачу, потому что, как правило, там, большинство респондентов могут сказать после тестирования, что они там будут пользоваться этим продуктом, что он им очень понравился, очень удобный. Но потом, когда у вас будет там первый релиз вашего продукта, никто из них не скачает, не зайдет туда. Поэтому тестирование прототипов – это тот метод, который позволяет оценить, там, нужен этот продукт или не нужен. Это вот именно для того, чтобы сделать свой продукт более удобным, более качественным, понять, как пользователи с ним взаимодействуют, как на него реагируют, что им нравится, что не нравится. И, ну, то есть именно для решения именно интерфейсных проблем это очень важная стадия процесса. Касаемо, если, например, мы уже сделали продукт, как нам понять, стоит ли его улучшать, вносить какие-то изменения, корректировки, или лучше не трогать функционал? С улучшением, вот, наверное, раньше в моей практике была довольно часто вот такая история, что делается продукт командой, он вот в таком виде, в котором они его сделали, они его отставляют, и потом они идут там, делать другой продукт. И ну, это очень неэффективно, потому что сделать продукт там, с первого раза очень хорошим, там, редко у кого получается, но и сам процесс, то, что продукт сделали, и вот его, он будет в неизменном виде долго оставаться актуальным, это прям очень редкий кейс какой-то. Если мы посмотрим, там, не знаю, на автомобильную отрасль, на там, технику, то есть все постепенно обновляется. В принципе, также и те продукты, которые выпускаются в интернете, приложения, они не могут вот в том же виде оставаться, в котором их сделали долгое время, и при этом оставаться удобными и полезными в равной степени, вот так, как их сделали в первый момент. Поэтому процесс улучшения – это такой, скорее всего, постоянный процесс, который нужно всегда заниматься, нужно сравнивать с конкурентами, себя понимать, какие там есть, в принципе, решения, которые могут как-то улучшить этот путь. Ну и понятно, что нужно тоже, вот, когда у вас продукт уже есть, нужно постоянно общаться со своими пользователями, и у вас есть там в продукте, как правило, достаточно много точек клиентов, в которых вы с ними можете взаимодействовать. Это, не знаю, если это B2B, у вас есть отдел продаж, есть поддержка, куда обращаются, вы можете проводить опросы, то есть разные вот эти источники информации, они помогут вам понять, на каких проблемах вам лучше сейчас сфокусироваться, где пользователям действительно неудобно, что лучше улучшить. То есть вы можете, в принципе, там еще не проводить никакие там качественные исследования, что-то такое, уже на этом этапе по той обратной связи, которая вам идет, понять, где у вас действительно есть проблемы, куда вам лучше улучшать. Также вы можете брать там, и клиентов ваших конкурентов и узнавать, что нравится в их продуктах, за что они их любят, какие функции там, приоритетные, без чего бы они не стали этим пользоваться. И это тоже создаст понимание, что вот в эту сторону вам имеет смысл улучшать этот продукт,
например, вот они не будут пользоваться вами, потому что у вас нет там какого-то канала или что-то такого подобного. Вот. Вот если, прошу прощения, перебью, а вот если, например, мы выпустили продукт, у него довольно хороший рейтинг, как нам понять, стоит ли его все-таки улучшать, с какой динамикой, и не сделать так, что лучший враг хорошему, да, как вот часто бывает, то есть через сколько стоит там нести какие-то корректировки, если все-таки он зашел для аудитории? Да, ну, то есть, бесспорно, бывают там какие-то такие моменты, когда у вас либо продукт, например, для очень узкой аудитории, там потребность, она какая-то остается неизменной, или там, например, аудитория этого продукта очень консервативна, и там любое изменение они прям воспринимают, то есть их все устраивает. Конечно, тут лучше взаимодействовать с аудиторией, то есть там это может быть какой-то количественный опрос для того, чтобы понять, все ли, что есть у вас, устраивает ваших клиентов. Каким-то другим моментом, ну, то есть такие сценарии, конечно, бывают, но это прям довольно редкий кейс, что вы прям долго просуществуете, потому что вот та оценка, которую вы получили, она вот именно вот на тот момент, который вы, с тем продуктом, в который вы вошли на тот момент времени. Ну, через какое-то время там все равно, скорее всего, пойдет, ну, в большинстве вот продуктов, с которыми я работал, в какой-то момент все равно пойдет откат, если вы ничего там не будете менять. Потому что если взять интерфейсы там всех популярных супер наших ресурсов, приложений, и сравнить то, что у них было, там, не знаю, лет 5 назад, даже года 3 назад, мы увидим, насколько они в каких-то моментах качественно изменились, насколько то, что у них было 3 года момент, сейчас выглядит каким-то уже отсталым и там, не сильно интересным. Поэтому вот такие сценарии бывают, что там, у вас есть продукт, и его не стоит улучшать, но это такое, наверное, больше исключение из правил, чем прям правило. Могут быть какие-то отдельные элементы, как, например, у вас есть продукт, но есть какие-то там подпродукты, которые редко пользуются, там нет большого спроса на них, и там довольно все логично и понятно, или там, не знаю, какой-нибудь дашборд там, для системных аналитиков, которые, в принципе, любят, чтобы все было сложно, максимально цифры, им там главное, чтобы там не сильно часто что-то менялось, чтобы они один раз это выучили и потом не перестраивали. Вот. Но, опять же, как только вы контактируете с вашей аудиторией, поймете, есть ли у них проблемы в интерфейсе, какие-то проблемы. Потому что, ну, вот у нас были кейсы, когда мы думали, что у нас какой-то раздел очень визуально отсталый, мы его долгое время не обновляли, но потом оказалось, что проблема не в том, что это как-то не так оформлено, а в том, что та информация, которая там есть, она недостаточно глубокая. То есть мы могли бы потратить кучу времени на то, чтобы взять и заредизайнить этот раздел, а оказалось, нужно просто в этот раздел добавить больше данных, больше какой-то аналитики, и этого было бы достаточно. То есть тут нужно идти от потребностей клиента, какую задачу вы решаете. Понимаю. Максим, как работать в команде и говорить на одном языке разработчику и исследователю? Какие-то практические моменты? Да, но в целом, то есть можно сказать, что если мы возьмем то, что там, было на рынке там, в разработке лет 5-6 назад, и то, что сейчас, уже есть достаточно большая разница, потому что, в принципе, и руководство компании там, уже понимает важность исследований, и практики там, людей уже как-то в этих процессах все чаще участвуют в такой этап исследований, все чаще не берутся на веру, они тестируются, прежде чем там, закладывать какие-то ресурсы на разработку. Поэтому если там еще, когда я только начинал работать, были такие моменты, что, например, было мнение дизайнера, и он там обладал каким-то своим визуальным перфекционизмом, и этого было достаточно для того, чтобы он принял решение, как продукт должен выглядеть. Но сейчас такого практически не встречается, потому что все понимают, что важно мнение клиента, то есть не одного клиента, а сегмента вашей аудитории, как они на это отреагируют. Поэтому очень здорово то, что сейчас, это по рынку труда можно видеть, что и ресурсы выделяются компаниями на исследования, и сама отрасль сильно развивается. Поэтому здесь понятно, что когда приходят в команду исследователи, коллеги это воспринимают уже по-другому, не нужно там никаких давать сильных разъяснений, почему вот мы послушали мнение 10 человек, и к этому можно прислушаться. Сейчас вот с этим уже нет проблем. Но очень важно, чтобы
команда, в которой будет работать исследователь, в этих всех процессах участвовала для того, чтобы лишний раз потом не объяснять и разработчикам, и дизайнерам, почему вот они месяц назад нарисовали или разработали вот этот интерфейс, и сейчас нам нужно его переделать. Поэтому мы, в частности, у себя в компании стараемся практиковать тот момент, чтобы и дизайнеры, и разработчики участвовали на каких-то начальных стадиях исследования, когда в том же формировании гипотез. Мы стараемся приглашать их в качестве наблюдателей на сами исследования. И, конечно, очень важная часть – это доведение уже результатов, рабочая группа, которая будет разбирать сложившиеся проблемы. То есть очень важно, чтобы вся команда была погружена в продукт и понимала, как проводится это исследование и какие результаты мы получили, и почему нам нужно сейчас в нашем продукте что-то изменить. В некоторых компаниях, я знаю, практикуется, что, например, дизайнеров для каких-то там не сильно сложных юзабилити-тестирований тоже приглашают в качестве ведущих этих тестирований. Но тут, конечно, сильно зависит от самого персонального человека. То есть если ему интересно в этом поучаствовать, то, как правило, он потом немного по-другому меняет свое отношение к этому. И для кого-то есть там личный интерес, знать, например, ты вот придумал такой интерфейс, и как на него отреагируют люди. И может оказаться, что то, как ты его задумывал, и то, как на него реагируют, это совершенно разные реакции, и это для тебя тоже такая некая точка роста, потому что ты, пройдя ряд таких итераций, в какой-то момент начнешь понимать, что то видение, которое у тебя было до этого, оно немного изменилось, и теперь ты лучше понимаешь своих клиентов, лучше понимаешь, на какие цифры, там, данные они опираются при принятии решения, и можешь в интерфейсе там, сделать визуальный акцент именно на тех элементах, которые важны, а не на картинках или там, на, не знаю, красивом оформлении, которое тоже играет значимую роль. Но вот основная проблема, то, что когда, например, идет презентация, например, заказчику или там, те же дизайнеры там, показывают команде интерфейса, то все на них смотрят именно как на картинку. А картинка важно, чтобы она визуально нравилась, в первую очередь. Второй момент, чтобы она была понятна. Но когда мы приглашаем респондента и показываем это, например, интерактивный прототип, то он уже не смотрит на него как на картинку, для него это инструмент решения какой-то задачи. И если там все красиво, но он свою задачу решить не может, то у него будет и негативная оценка к этому интерфейсу, и как бы задачу он с помощью него решить не сможет, неважно, насколько там будут какие-то суперкрасивые кнопочки, либо там... А как вы ставите задачу коллегам по UX-исследованиям, и как стараетесь отследить результат, там, сроки и прочее? Ну, тут прежде всего такой важный момент. Да. Сам наш подход, он в целом и у рынка меняется, и тот подход, который у нас, он тоже немного меняется. Потому что изначально, я, насколько так видел, во многих компаниях чаще всего сначала обращаются в какие-то агентства крупнейшие для того, чтобы им провели внешние исследования. Но там часто сталкиваются с такой проблемой, что, во-первых, это довольно долго по срокам, то есть нужно результаты получить там, через 2 недели для того, чтобы разработка могла уже что-то взять в работу. Агентство чаще всего, особенно если это первый контакт, там 2 недели только уйдут на согласование какой-то документации и всяких таких моментов. Во-вторых, часто бывает, что внешние агентства не сильно глубоко погружаются и не всегда знают вашу внутреннюю кухню, не всегда могут давать те данные, которые на выходе, которые для вас важны. Или дать, например, какие-то вещи очевидные, но вы понимаете, что вы не можете их изменить, потому что ваша бизнес-модель работает таким образом. Поэтому в нашей компании это было ровно так же. Потом мы поняли, что мы можем своими силами проводить эти исследования. И первая стадия, через которую тоже проходят многие компании, когда исследователь выступает скорее таким внутренним агентством, то есть есть команды, которые работают над продуктом, и они в какой-то момент к нему приходят и говорят про то, что у нас там есть какие-то гипотезы, есть какие-то серьезные обновления, и мы хотим их протестировать. И
Это на первых этапах это там, сильно лучше работает, чем во внешнее агентство, но у этого тоже есть свои недостатки, потому что, по сути, исследователь в этом формате тоже переходит от одной команды к другой. У него нет времени на того, что там достаточно углубиться. Или, например, вот у нас был такой пример. Мы провели исследование и выявили, что в интерфейсе есть проблемы. Вернулись с этими проблемами к дизайнерам, они там, предложили какие-то решения, мы их внедрили в продукт. И следующее исследование по этому продукту мы проводили через 4 месяца, и оказалось, что те изменения, которые были, они не решили проблему, которая была. И получилось так, что там, мы провели исследование, но по факту 4 месяца никаких улучшений у продукта не было, и плюс там, потратили ресурсы разработки на то, чтобы они внедрили новое решение, которое проблему не решает. Поэтому для того, чтобы решать проблемы такого плана, мы переходим к такому формату, когда за каждой командой закреплен исследователь. В этом формате он уже знает, какие у команды цели, какие у команды приоритетные задачи, как в принципе, там работают бизнес-процессы, какие-то моменты. И если до этого в предыдущей модели только менеджер продукта, например, который погружен, мог поднимать руку и говорить, что я вот тут что-то не понимаю, нужно происследовать. В такой модели уже может и исследователь предлагать сам, что вот это лучше сейчас не отдавать в разработку, тут много сомнений, мы можем это сейчас поисследовать, провести опрос, провести качественное тестирование, либо какие-то другие методы, и это сильно качественно улучшает продукт. Плюс вторая дополнительная положительная вещь при таком подходе, что можно проводить тестирование итерационно. То есть мы сделали дизайн, например, интерактивный прототип, провели первую итерацию тестирования, получили какой-то результат, внесли изменения в дизайн, провели вторую итерацию. И так сделать несколько итераций для того, чтобы уже понимать, что когда мы осознали проблему, придумали ее решение, мы увидели теперь, что проблема действительно решена. Либо не решена, и мы придумали новое решение. Это, конечно, качественно улучшает то, что по результатам исследований мы получаем на выходе. Поэтому вот сейчас мы идем ровно к такой же модели. У нас есть у команд исследователи, которые закреплены за командой, и, соответственно, есть у нас, например, план, там, ну, как правило, для команд он там на 2-3 месяца там, каких-то основных вещей. Понятно, когда ты действуешь в рамках команды, ты можешь там этот план сам регулировать, ты можешь подвинуть те задачи, которые не сильно приоритетны, чуть назад. Поэтому основная наша задача, то есть какие-то приоритетные вещи, и мы смотрим, что в команде те результаты исследований, которые были, они действительно влияли на наши какие-то финальные метрики. То есть мы замеряем, у нас есть условно бизнес-показатели и есть показатели лояльности и удобства использования. Соответственно, задача каждой итерации и исследований, и улучшения продукта для того, чтобы мы после каждого изменения продукта какую-то из этих метрик увеличивали. Ну, главное, чтобы ничего не опускали. Вот. Поэтому, если брать, там, например, какой-то квартальной перспективы, то мы смотрим, чтобы те проведенные исследования нам снижали затраты на разработку, потому что то есть меньше делаем каких-то неверных решений, и продукт качественно рос вот в этих показателях. Вот сейчас у нас буквально идет вот такой момент, когда у нас есть команды, которые там, пока не работают по такому процессу, есть команды, которые работают по такому процессу. И мы, условно, тоже внутри компании проводим тестирование, чтобы посмотреть, насколько в действительности это будет эффективно. Понимаю. А если какие-то спорные ситуации, например, неизвестно, как реагируют пользователи, или, например, вы провели интервью и условно там 8 человек, да, и половина на половину разделились. Как вы с этим справляетесь? Если мы говорим про качественные исследования, то понятно, что у качественных исследований, хоть мы там и замеряем частотность каких-то проблем, все равно они не ставят перед собой задачу измерить, то есть то, что 5 человек на исследовании столкнулись с этой проблемой, это не означает, что 50% с этой проблемой столкнутся. Вот. Поэтому есть, например, стадия, когда мы хотим понять приоритеты. Если мы, например, не можем все проблемы, которые у нас были, решить,
мы можем дополнить качественные исследования количественными, когда мы проведем, например, АБ-тест, либо проведем какой-то опрос, чтобы понять, какие проблемы больше болят. Ну, какими-то другими способами постараемся понять, как нам лучше приоритизировать те проблемы, которые у нас были. Плюс очень важный момент сегментации той аудитории, которая есть на продукте, потому что эти результаты от качественных исследований особенно очень сильно зависят, если вы будете исследовать на аудитории, которая, по сути, вашим продуктом никогда не воспользуется, то вы получите кучу обратной связи, но по факту не сильно выводы, которые вы сделаете, не сильно вам помогут как-то улучшить, потому что те люди, которые пользуются вами, вашим продуктом, это совсем другая аудитория, у них совсем другие могут быть потребности и боли при использовании вашего продукта. Поэтому очень важно понимать сегментацию, то есть кто ваши пользователи, какие задачи они решают. И в зависимости от этого, то есть если у вас, например, не знаю, большая часть аудитории там, от 15 до 25 и только 20% аудитории старше, то понятно, что когда вы делаете качественные исследования, вам важно прежде всего опираться на вот эту аудиторию, если она основной драйвер для вашего бизнеса, и понимать, какие у них проблемы. Поэтому если мы получили 5 проблем от этой аудитории и 5 проблем от той аудитории, то для нас вот эти 5 проблем, они будут первичны. Вот. Потому что та аудитория, может быть, нам в будущем станет интересна. Сейчас мы опираемся, условно, на другую, и важно решить ее задачи. Поэтому, то есть качественное исследование, это дает очень много полезной информации, но очень важно также ее потом правильно анализировать и правильно делать выводы, которые будут получены. Спасибо. Максим, какие рекомендации при запуске сервиса вы могли бы посоветовать начинающим предпринимателям или исследователям, чтобы избежать плохого клиентского опыта? Да, но тут скорее не может быть одного рецепта, потому что каждый стартап, он разный на разную сферу. И там очень сильно зависит от тех трудозатрат, которые нужно вложить для того, чтобы продукт начал работать. Где-то там условно какой-то лендинг, и его там можно быстро сделать и сразу тестировать, а где-то нужно сделать сложную систему. Вот. Но то, что очень важно, и то, что я видел на опыте, как люди часто с этим ошибаются, когда у человека родилась идея, и он верит, что она очень хорошая, что она всем поможет и сделает мир лучше. И он очень там долгое время живет с этой идеей, вкладывает в нее ресурсы, там, нанимает людей, чтобы они эту идею делали. Но по факту запускает этот продукт, и он там оказывается никому не нужный. Это прям очень частый кейс, и даже по статистике стартапов он выживает 1 из 10. Это такая очень грустная. Вот. Поэтому, конечно, чем раньше есть возможность начать тестировать свою идею, тем лучше. То есть это как тестировать просто свою идею, как в целом понимать, в принципе, клиенты, которые как-то сейчас, ваши будущие клиенты, которые как-то сейчас решают свою задачу там, с помощью других сервисов, смогут они перейти на вашу идею, сделает она либо их путь лучше, либо там, избавит их от каких-то проблем. Еще важный момент, то есть очень здорово, например, когда есть сначала потребность, и, например, вот как у того же там Airbnb, например, они сначала начали там сдавать койку, увидели, что это пользуется спросом, и потом на основе этого уже вырастили там огромные сервисы. Понятно, что когда ты увидел сначала потребность, а потом реализуешь стартап, то это какая-то более выигрышная модель, потому что ты уже понимаешь, что клиенты есть. Бывают и другие ситуации, когда сначала ты идешь в одну сторону, например, как было у Groupon, когда они делали сервис совместных покупок, и потом в итоге осознали, что в какой-то момент они могут сильно на акциях там, увеличить и прибыль, и посещаемость, и стали сделать такой, условно, маркетплейс каких-то акций, каталогов. Но вот главное в каждый этот момент понимать, там, общаться с своими потенциальными клиентами, общаться там, не знаю, с теми клиентами, которые уже есть, которые там, уже прошли тот путь, который вы хотите им предложить, и понимать, что в вашем продукте действительно есть такого, ради чего они будут пользоваться,
или чего в нем нет. Потому что по факту, когда там начинается какой-то стартап, можно там представить, что условно вы появляетесь на карте, и где-то есть там та точка, которая по факту вам поможет зарабатывать, но по факту все вокруг вас это черное поле, которое вам нужно исследовать, чтобы понимать, в какую сторону идти. Может оказаться так, что в принципе там, вы не конкурентоспособны в этой сфере и в принципе ничего сделать не сможете, но вы чем раньше об этом узнаете, тем меньше вы потратите и времени, и средств. С другой стороны, вы можете узнать правильный путь, то есть, условно, вы вышли с какой-то одной идеей, но потом начали там общаться с клиентами или там, предлагать свой продукт и увидели, что у людей есть вообще другая проблема, и вы могли бы как раз вот на эту проблему перефокусироваться и сделать продукт здесь. Поэтому вот, наверное, основное, что это не делать продукт в каком-то вакууме, то есть понимать, что в любой момент, ну, то есть когда-то наступит момент, когда вы придете к клиентам, и чем раньше он наступит, чем раньше вы начнете узнавать ваших клиентов, тем будет лучше и полезнее для вас. К примеру, еще вот такой вот дополнительный вопрос. Если мы начинаем, разработали сервис, уже есть интерфейс, если нет бюджета, например, найти пользователей, как это можно сделать самостоятельно, может быть, если это не сложный сервис? Не для B2B аудитории, не для каких-то редких потребителей. Если совсем нет бюджета, вот у начинающего предпринимателя. Когда-то у нас тоже был такой момент, когда, например, там, руководство компании не готово нам было выделять на это бюджеты, потому что не видело какой-то пользы, и там у них были сомнения, что, в принципе, это там как-то сильно повлияет на наш продукт. Вот, поэтому первое, что мы начали делать, мы тестировали наши интерфейсы на сотрудниках наших же, то есть они довольно там, лояльно к этому относились. Но единственное, мы там старались все-таки выбирать, поскольку там, если брать банкиру, то, как правило, там, 90% людей как для себя решает проблему выбора там, кредитной карты, открытия счета, то среди наших сотрудников всегда были люди, которые ту или иную проблему как-то для себя уже по-другому решали. И это, то есть это не позволяет вам вот такие исследования проводить, понимать, насколько ваш продукт будет востребован и полностью как-то там сценарий проходить, потому что все равно, то есть есть особенности, когда человек работает с вами, он будет более лояльно относиться ко всем проблемам в интерфейсе, как-то стараться свое непонимание интерпретировать, что это его личная какая-то проблема, а не проблема интерфейса. Но в то же время это позволяет понять, что вот тут человек понял ту информацию, которую там, дизайнер задумал одним образом, совсем по-другому. Тут он нажал на кнопку, а оказалось, это не кнопка была, задумывалось, а как что-то другое. Либо он, в принципе, не понял, что это за страница, какая информация, либо там какой-то текст с ошибки оказался непонятен, он никак не позволил изменить. То есть вот прям какие-то основные проблемы, которые у вас возникнут у ваших пользователей, такой подход тоже позволяет. Плюс тоже, чем мы пользовались, это когда есть там, друзья, знакомые, которые решают тоже как-то эту проблему. И там, в эпоху социальных сетей то это тоже там, какой-то один из инструментов, который позволяет как-то найти ту аудиторию, которая, в принципе, бы могла решать ту же задачу. Вот, конечно, это часто не будет таким же качественным, как если вы там, выбрали сегмент и задали там, агентству прям, какие-то требования, и вам под эти требования подобрали респондентов. Но основные какие-то проблемы это все равно позволяет понять, и это лучше, чем не делать ничего, это 100%. 50% проблем вы там сможете выявить таким способом. Здорово. Спасибо большое, Максим, за встречу. Очень интересно было даже мне, хотя тоже сопричастна с этой сферой, хотя мы специализируемся на рекруте. Уверена, интервью будет очень интересное, и далее оно еще выйдет в виде статьи. Спасибо еще раз за встречу. Было очень приятно. Спасибо вам за приглашение, тоже было интересно, интересные вопросы. Очень здорово. Спасибо. До встречи, до связи, на будущих проектах. Спасибо большое. До свидания. Спасибо, Максим.